Год назад в одном посте я рассказывала подписчикам, каково это вести свой YouTube-канал и в том числе получать хейт. Я прикрепила 3 папки. Рандомный хейт о том, какие все вокруг дураки, националистический хейт и сексизм, что называется классика интернета. Мне написал гитарист Клюквы шоу Сева. Чё-то прям жесть. Я резонно отметила, а то у вас были комментарии лучше, у вас ведь все то же самое должно быть. Сева ответил, у нас было все то же самое, кроме сексизма. Клюква — это канал, с которым у нас была почти одинаковая аудитория и почти одинаковый фидбэк за одним вот исключением. Причем из всего полученного мною говна, сексистское я оцениваю как самое-самое мерзкое и самое растаптывающее в тебе твое человеческое достоинство. Года 3 назад меня это даже сподвигло к бановой политике. Парни из Клюквы были от этого свободны. На самом деле, спасибо и на том, никому этого не пожелаю. А модерации Сева отзывался как о ненужной вещи. Ладно, к сути. Почему я считаю, что сексистский хейт в адрес женщин – это то, на что все-таки следует обратить внимание. Это комментарий не единичных дурачков. Таких комментов часто бывает целый поток. И среди дам-коллег с русского музыкального ютуба, с которыми я общалась, я не знаю ни одну, которая бы с этим не столкнулась. Ну, все как бы знают, что женщинам там что-то иногда пишут нехорошее. Пока я не завела свой канал, о масштабах говна я не представляла. И честно, я была к нему не готова. Масштабы жести скрыты от глаз простого слушателя, поскольку женщины-ютуберы никогда не говорят об этом вслух. И я отлично понимаю почему. Потому что закидают камнями. Потому что поднять такую тему значит получить еще больше оскорблений и распугать свою аудиторию. Потому что скажут, истеричная баба распереживалась из-за хуйни. Говн пишут всем с подключением. А то и сама спровоцировала, нехер было майку с глубоким вырезом надевать. Потому что мы сами, дамы, боимся признаться себе в том, насколько этот сексистский фидбэк злит и задевает на самом деле. Потому что мы сами себе читаем каждый день мантру, это же просто комменты, а чё такого? Потому что без мантры «а чё такого» можно двинуть кукухой. Сегодня я берусь озвучивать свой опыт вслух. И честно, я морально готовлюсь быть закиданной камнями. Но и даже эти мысли пока еще не финалочка. Как думаете, логично предположить, что с таким отношением к себе сталкиваются не только женщины на ютубе? Видите эти скрины? Это новости о женщинах-жертвах сексуального насилия и убийств. И здесь же, привет, давно не виделись, все те же мизогинные комментарии. Они появляются, кажется, чуть ли не к любой такой новости, и они бывают чуть ли не в топе. А еще они иногда перерастают в травлю, со сливом адресов и номеров телефонов. Или дело Страховой, который убил ее поехавший сожитель, а половина общества сказала: да, правильно сделал. Она выкладывала свои полуобнаженные фотографии в инсту. Она заслужила смерти. В этом моем ролике тоже есть неоднозначные кадры. Выходит, я тоже заслуживаю смерти? И это уже не просто комменты в интернете. Я считаю, что это маркер нехороших вещей в нашей культуре, что это сексистский фон, в котором мы все с вами живем. Что я чувствую? После осознания всех этих вещей мне стало еще страшнее жить в этом мире. Я боюсь за свою личную и сексуальную неприкосновенность, и я не чувствую себя здесь в безопасности. Подожди, Наташа, тебе же никто не угрожал убийством, тебе же вообще другое писали, ты перегибаешь. Ну, после некоторых размышлений я пришла к выводу, что комменты на моем канале и комменты в примерах — это одно и то же явление, связанное с сексизмом и мизогинией. Просто по мне оно прошлось слегка, а в примерах, конечно, уже терминальная стадия, над которой на самом деле не защищена ни я, ни какая-либо другая вообще женщина. Слова «общество» и «культура» я употребляю не просто так, поскольку сексистские комменты я получала и от мужчин, и от женщин. Все мы несем сексистские идеи. Когда я еще не вела свой YouTube-канал, я думала, что сексистские оскорбления на почве пола могут произойти только с неправильными женщинами, плохими. Сами спровоцировали, шлюхи. Со мной-то такого не произойдет, я-то не такая. Так вот. Моя нетаковость, ум, амбиции и таланты, как мне тогда казалось, от сексистского говна они меня не спасли. Я снимала большинство своих видео в штанах и рубашке, чтобы не спровоцировать унизительное обсуждение моего тела, демонстрации частей оного. Так вот, это тоже меня не спасло, и меня также неприкрыто обсуждали в комментах как вещь для секса с полным описанием, как бы меня использовали для своего удовлетворения. Конечно, не поинтересовавшись у меня, хочу ли я вообще во всем этом участвовать. Женщина в первую очередь – это такой же живой человек. Человек, который просто хочет к себе человеческого отношения. Человек со своими мыслями, талантами и мировоззрениями, а также правом заняться сексом после обоюдного согласия, либо же вовсе отказаться от него. Я надеюсь, такие вещи не нужно объяснять.
Дамы-зрительницы, возможно, кто-то из вас сейчас испытывает ко мне сочувствие и жалость. Моя задача вызвать не сочувствие, моя задача воззвать к вашей солидарности. Потому что эта проблема не какой-то там далекой женщины с Ютуба, это ваша проблема лично, твоя. Вы можете стать хоть премьер-министром Финляндии, или мирно выкладывать ролики на своем канале, или же никому такого не пожелая, но заговорить вслух о своей беде в статусе жертвы насилия. И от мизогинного отношения к себе вы никуда не убежите, потому что, кажется, это стандартное отношение к нам с вами здесь, со стороны немалого числа людей. Мужчины-зрители, я тоже хочу, чтобы вы проявили солидарность, потому что это ролик не про каких-то там далеких женщин с Ютуба. Это ролик про ваших жен и подруг, про ваших дочерей, про ваших матерей. Это ролик про ваших близких, которых вы любите, но которые с высокой вероятностью тоже могут столкнуться с таким мизогинным отношением к себе, если где-то засветится в публичном пространстве. Им и вам будет очень больно и обидно. Дамы-коллеги, я хочу, чтобы мы с вами переосмыслили происходящее. Часто это будни и рутины женского канала. Подписчики наверняка спросят, как можно такое читать о себе каждый день и не двинуть кукухой. Человеческая психика может адаптироваться почти к любым условиям, и через годик срабатывает защитный механизм, который нормализует такое отношение к тебе и заставляет считать, что это норма и просто издержка твоей работы, и ты как бы почти перестаешь это замечать. Дамы-коллеги, я хочу вас немножечко встряхнуть из этой натянутой зоны комфорта. Это не норма. Хорошо, Наташа, ты нас убедила, сексизм в интернете существует, но что же тут поделаешь с таким давним нормальным обычным явлением? В том-то и дело, что пока мы все тут массово считаем это нормальным явлением, закрываем на это глаза, говорим, какая разница, не обращая внимания, он будет свести и фахнуть. Цель моего ролика, чтобы чуть большее количество людей перестало считать, что это норма интернета, чтобы большему количеству людей это стало резать глаза, и чтобы это начало уже наконец подвергаться открытому осуждению, а не стыдливому молчанию, и тогда ситуация начнет сдвигаться с места. Излечит ли мой ролик планету от сексизма? Конечно нет, но я надеюсь, что сегодня я вношу свой маленький, но вклад в будущее. День для ролика я выбрала знаковый. 8 марта – это не День нежных тюльпанов и весны. Это День солидарности женщин в борьбе с их проблемами. Вот сегодня об одной из них я рассказала, столкнулась на личном опыте. Дамы, я не буду вам желать быть женственнее, красивее и желаннее. Видимо, была пропитана первая половина ролика, что-то осадочек не очень. Я хочу вам пожелать всегда помнить о чувстве собственного достоинства, осознанно выбирать те жизненные пути, которые вам действительно интересны, и рефлексировать. Рефлексировать о своем опыте и не бояться говорить об этом вслух, потому что опыт каждый из нас важен. Более того, все это я пожелала бы, наверное, вообще всем людям, потому что это общечеловеческие ценности. Берегите себя и своих близких.